неспешный путь. Это самое время насладиться тишиной и красками летнего леса. Погода позволяет нам следовать по нашему пути без суеты. Тропа радует своими заповедными видами, и через несколько километров мы вновь выходим к скалистым берегам и долине с рекой. Эти места, они притягивают к себе и не хотят отпускать. Глядя вдаль, на леса и изгибы реки, ты погружаешься в состояние легкого гипноза и теряешь счет минут. Кажется, что тебя коснулось какое-то волшебство, и ты не можешь оторвать свой взгляд. Мы осознанно отправились в эти интересные места в будние дни. Здесь хочется видеть больше природы и, не торопясь, вести с ней безмолвный разговор. Немного дальше по тропе, в тени деревьев, мы встретили пристанище, организованное староверами. Место отмечено множеством деревянных столбов, украшенных незнакомыми знаками и резными фигурами в виде голов животных. В центре расположена фигура четырехликого бога. Мы следуем сквозь смешанный лес, а тропа следует вниз, к намеченному нами месту, скале под названием Карстов мост. Мы вышли к большой поляне, которая плавно спускается к реке. Напротив нее располагается фантастического вида высокая скала с множеством ходов естественного происхождения. Пришло время разбить лагерь. Сегодня природа удивила нас палящим солнцем. Этот зной заставляет нас отправиться в дальнюю часть этой поляны для того, чтобы расположиться в тени деревьев. Устанавливаем палатку и раскладываем вещи. Теперь это наш дом. Мы здесь почти на сутки. На карте, недалеко от места нашей стоянки, намечен родник. Говорят, вода в нем невероятно вкусная и абсолютно прозрачная. Очень хотелось пополнить запасы именно этой волшебной водой. Выпить стакан чая на родниковой воде, глядя на закат. Что может быть лучше? По узкой тропе отправляемся на поиски родника. Вот она, ледяная и хрустальная вода, которую мы искали. Здесь, у основания небольшой скалы, имеется разлом, уходящий вглубь. Это не ручей, а целая подземная река с невероятно прозрачной водой. Оказалось, что это основной источник питания реки, у которой мы ночевали, и самый широкий выход подземных вод на Среднем Урале. Под зеркалом поверхности был спрятан целый мир. Конечно же, я туда немного заглянул. Водоросли исполняют свои танцы в невесомости, а облака и солнце играют беглыми тенями
в этом сказочном и живом подводном лесу. Вода из этого источника и правда как будто имеет свой особый вкус. Вдоволь напившись и наполнив емкости, возвращаемся в свой лесной дом. Время не ждет. И прежде, чем мы отправимся изучать ходы в этой скале, необходимо пообедать. Ведь мои голодные пальцы уже готовы схватить все, что нащупают. Но нет, процесс не будет спешным. Сегодня я готовлю уху из консервированной рыбы. Пока я резал овощи, вода уже кипит. Забросил морковь и картофель. В ход идет банка горбуши, специи, чеснок и зелень. Уха на родниковой воде. В ожидании простого и сытного обеда я наблюдаю за игрой света и тени на листьях березы. По нашему лагерю гуляет теплый летний ветер. В тени деревьев очень комфортно, а запах вкусного супа заполонил каждый уголок нашей стоянки. Наравне с ароматами леса, и устоять уже невозможно. Обед — это время неспешного общения с самим собой, но после долгого пути порция свежесваренной ухи исчезает быстрее, чем хотелось. После обеда, в жаркий день, конечно же, хочется охладиться. И я отправляюсь к реке. Вода чистая и прохладная. Я полностью погружен в свои мысли. Но что-то происходит. Я ощущаю, как будто кто-то пустил по воде небольшой разряд электрического тока. Такой, который доставляет лишь щекотку. Видимо, мелкие рыбешки решили отомстить мне за мой обед. Я ел рыбный суп, а теперь сотни маленьких рыбок решили немного поесть и меня. Устроили сеанс бесплатного пилинга в Уральской реке. Что же поделаешь, раз они хотят общения, вот, познакомьтесь с моей камерой. Небольшой заплыв в более-менее глубоком месте, у скалы. И мы отправляемся в путь. Добраться до гротов можно и по воде. Но для чего тогда нужен самый длинный подвесной мост? И мы идем через него. Раскачивание моста при всем желании не избежать. Идешь, а земля, точнее мост, убегает из-под твоих ног.
Небольшая прогулка по лесной тропинке. Лес вокруг очень живописный, с небольшими скалами, подъемами и спусками. В свете вечернего солнца атмосфера становится особенно чарующей. В скале под названием Карстов мост имеется множество ходов, от маленьких до больших. Сквозной грот высотой метров в 10. Он выходит к реке и выглядит особенно интересным. Некоторые ходы поднимаются вверх, когда над тобой на десятки метров вверху нависает горный массив. Ощущения необычные. Но здесь ты ощущаешь особую мощь времени и сил природы. Здесь вода и ветер за тысячи лет создала удивительной формы ходы сквозь каменный массив. Здесь к тебе приходит понимание, что все возможно в этом мире. Каждая отдельная капля, конечно, не знает, что она создает. Но если вода со временем может сделать такое, то на что способен человек? Наверное, на все. Походный быт наполнен множеством небольших дел. Но если воспринимать каждое действие на стоянке как отдых, а не как необходимость, то получаешь невероятное удовольствие. Летнее тепло и прекрасная природа Среднего Урала. Вечер был очень приятным. Спасибо птицам на дереве. Чай на родниковой воде и немного посиделок на берегу реки. После таких насыщенных дней расслабление наступает очень быстро, практически внезапно. А утром все как и всегда. Тишина, легкая прохлада, бодрящий кофе, немного отдыха и сборы. И, конечно, после ночевки на стоянке ты привыкаешь к этому месту, и уходить уже совсем не хочется. Но нас ждет неспешная и длинная дорога, поэтому ты одеваешь рюкзак и отправляешься в путь.
ведь это совсем не сложно. Поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А свои комментарии не забудьте оставить под роликом. И скоро мы встретимся снова.